Дорогие друзья, подписчики, я вас приветствую, а также гости канала. Давайте сегодня сделаем расклад на игральных картах под названием «Вокзал для двоих». Посмотрим, зададим такой вопрос картам. Крестовый король и бубновая дама. Что у них сейчас между ними? Их мысли, чувства, действия. Его мысли, чувства, действия, да, возможно, будем смотреть на их личные любовные отношения. Вот такой вот расклад сделаем, зададим картам, да. Крестовый король и бубновая дама. Что сейчас между ними? Что их ждет в будущем? Итак, смотрим. Это что сейчас между ними? Смотрите, как интересно, да? Выпали сразу они оба. Так, мысли. Его мысли посмотрим. Его мысли, его чувства, его действия. Ее мысли. Мысли бубновой дамы. Ее мысли и ее действия. Посмотрим, что же будет дальше. И по мере необходимости я буду выкладывать еще также другие карты. Так, ну здесь вы смотрите, да, как говорится, не случайно. Здесь вот они выпали. Карты у нас всегда говорят как есть, да. Вот задаешь то четкий вопрос, и выходят как раз-таки вот эти все карты. Даже не задумываясь, не какие-то не перетасовывая, не выкладывая, то есть специально, да, вот выпали карты прямо сегодня точно, четко хотят рассказать, что же действительно у них между ними было, есть и будет. Их мысли, чувства, действия, вернее, в настоящий момент мы смотрим, да. Так, ну вот у нас выпадает крестовый король, здесь выпадает дама бубновая. Так, ну что между ними? Здесь я хотела бы сказать, что в основном у него сейчас идет какое-то получение новостей, хлопоты в связи с необходимостью, ну, в общем-то, да, взаимоотношений с бубновой дамой, необходимость проявить заботу, участие, конечно же, сейчас он испытывает, в общем-то, они, видимо, проживают вместе, да, необходимость здесь больше проявлять заботу, участие. Опять же, здесь идет беспокойное будущее у них. Они сейчас оба заняты, да? Заняты. Вполне может быть, что из-за навалившихся проблем у них сейчас не совсем до личной жизни. Ну, то есть обычные такие вот дела, хлопоты. Также я здесь хотела бы сказать, что, ну, действительно, крестовый король по этой карте, можно сказать, это очень, ну, в основном здесь молодые люди проходят, да, молодой, внимательный по отношению к бубновой даме, общительный человек. Но здесь он склонен к частой и непредсказуемой перемене настроения и увлечений. Здесь идет нестабильность его чувств. Да, этот человек, он отдается всему с головой, но только до тех пор, пока ему это интересно. Потом он также быстро может забыть и переключиться на что-то новое. Вот такие вот я характеристики. Ну, в принципе, трифовым королям это свойственно, да. Вот. Также, ну, здесь вот можно сказать, что по этой карте этот человек, если смотреть на личность, то у него высокий, может быть, какой-то преподавательский, либо даже ораторский потенциал деятельности, да. Также у него присутствуют хорошо развитые коммуникативные способности, и, возможно, у него работа связана с обучением, но это не для всех. Но здесь вот я в основном хотела бы сказать вот касаемо любви. То есть здесь у них сейчас идет такой период, конечно, он старается хлопотать по мере своей возможности, в общем-то, может быть, даже финансовые какие-то вложения в даму бубновую идет здесь, да. Ну, здесь больше я бы сказала, что у них такие вот отношения,
скажем так, становления. Но он старается, да, старается он на данном этапе, чтобы у них все было хорошо. Может быть, конечно же, проходят какие-то испытания, но в настоящий момент, вот здесь мы можем сказать, что сейчас между ними происходит. Они вместе, между ними есть хлопоты, дела, заботы, обычные повседневные дела. Так, смотрим дальше. Давайте посмотрим ее мысли, да, или его мысли сначала посмотрим. Вот здесь вот интересно, смотрите, как выпадает. Здесь вот я посмотрела, да, это она, то есть ее мысли, чувства, действия. Давайте посмотрим, да. Давайте ее все-таки сначала рассмотрим. Вот смотрите, это ее мысли на настоящий момент. Да, видите, здесь прекрасно выпадает дама пик. Так, по этой карте четко можно сказать, что ее мысли, да, мысли бубновой дамы сейчас такие, что у нее сейчас присутствует ревность. Эта карта говорит о том, что ваша соперница, которая в настоящий момент, я бы сказала бы, скорее всего, проживает, да, либо встречается с крестовым королем, то есть вашим возлюбленным. Сейчас, ну, конечно же, она неравнодушна к крестовому королю. Также она его очень сильно его ревнует. Ну, понятно, его любит она. Также она страдает от своей неразделенной любви. Почему неразделенной? Видимо, он много внимания, возможно, уделяет каким-то другим вопросам. Возможно, он с ней, может быть, с каких-то других каких-то макроманиальных, да, таких вот, скажем так, может быть, ему больше удобно, либо, может быть, она его ревнует к другим женщинам, опять же, да, вот такие мысли, то есть ревность по этой карте, можно сказать. Так, также здесь можно сказать, что, возможно, она от него получает мало внимания в отношениях и чувствует себя все-таки она одинокой. Вот такие карты здесь вот выпадают. То, что ее мысли, да. Так, потом все-таки ее мысли сейчас в настоящий момент такие, что у нее присутствует какая-то депрессия, отчаяние, да, отчаяние, вот какие мысли, да. Также здесь идет у нее, на душе у нее пустота, чернота, холод и все-таки бескрайнее одиночество, несмотря на то, что она завоевала этого крестового короля, что он сейчас с ней находится вместе, но эта карта все-таки в мысли у нее достаточно негативные, да? Негативные мысли, я бы сказала. Так, что еще здесь можно сказать? Это такая женщина, которая не, скажем так, в основном здесь у нее мысли достаточно злые, жестокие, негативные. Я бы сказала, даже бессердечные мысли, да. Вполне возможно, что у нее мысли какой-то мести за что-то. Возможно, ну, так как вы знаете, крестовые короли у нас любят, да, женское общество, они, в общем-то, не ограничены обычно женским вниманием, да, и у нее постоянные мысли о том, что, возможно, есть какие-то, появится какая-то соперница, либо есть уже где-то какая-то соперница. Все-таки это ее достаточно так серьезно накручивает она сама себя, да, несмотря на то, что сейчас они вместе, да, здесь видите, ну, уже проживают вместе, да, либо встречаются, есть у них отношения. Сейчас мы смотрим именно тот расклад, когда вы четко знаете, что у крестового короля есть бубновая дама, и мы рассматриваем эти моменты. Также вот это мысли какие есть. Ну, если вдруг она обнаружит какую-то соперницу, то она не, скажем так, не погнушается обратиться к услугам магов. Это тоже у нее такие мысли всегда присутствуют. Так, ну то есть она всегда может навредить, пустить какие-то
значит, ревность, да, сплетни. Вот. Но при этом у нее сейчас именно мысли такие, у нее, скажем так, неблагоприятные по этой карте, и у нее идет четкое ощущение одиночества. Так, давайте посмотрим, ну, его мысли мы потом посмотрим. Давайте разберемся все-таки с ней до конца, какие же у нее чувства. Вот, и здесь выпадает семерка треф. Что касаемо чувств на вашей сопернице к вашему возлюбленному мужчине, здесь у них идут, сейчас они находятся в семейных отношениях. Это не всегда обязательно брак. Возможно, просто вместе живут. Ну или давно встречаются, у них практически семья. Или же они планируют съехаться, пожениться, у кого-то так может проиграться. Вот такие вот мысли у нее, действия, чувства. Сейчас у них по этим картам, в общем-то, достаточно, ну, если взять, если с королем в червей, да, в связке, здесь идет, в общем-то, возможно, да, она хотела бы с ним официальных уже отношений. Вот. Заключение брака она желает с ним, с этим, значит, мужчиной. В общем-то, идет неплохие у нее чувства по отношению к нему. Возможно, идет примирение в настоящий момент, улучшение отношений. Также можно сказать о гармонизации. У них идут встречи, разговоры, обсуждение каких-то важных ключевых моментов. Вот. Ну, она к нему очень достаточно серьезно относится и считает, ну, по этой карте, да, эта карта говорит о важности их личного контакта. Вот. Ну, а также они видите, рядом выпал крестовый король, здесь идет, опять же, возможно, они активны в общественных каких-то делах, также социальная активность идет, возможно, они ровесники, это я смотрю, вот, ну, это не для всех, да, у кого это проигрывается. Вот, здесь еще что можно сказать. Так, ну, здесь, если смотреть по романтическим чувствам, здесь все-таки больше у них какая-то бытовая, да, бытовое взаимодействие, вот, без романтики, без тепла, вот так бы я сказала. Также они с ним встречаются, возможно, больше в вечернее время, если они вместе не проживают. Но если проживают, то они, естественно, после работы, они, в общем-то, вместе, возможно, даже обсуждают какие-то, в общем-то, ну, такие вопросы касательно деловых моментов больше. Так, ну здесь смотрите, вот все-таки по той карте ее действия, да, вернее, действия бубновой дамы, да, здесь можно сказать, что все-таки здесь вы видите, да, выпадает король черви. Мы на него абсолютно ничего не загадывали. Мы смотрим на крестового короля, на бубновую даму. И здесь выпадает вдруг вот такой вот персонаж, да, карта. Карты нам четко говорят. Ну, здесь, с одной стороны, конечно, можно сказать, что она все-таки надеется, ну, она его воспринимает либо как любимого мужчину, вот этого крестового короля, да, вот, опять же, ну, и вытекающие все из этого, значит, моменты. Но здесь и все-таки не просто так выпадает, да, вот такой вот у нас король червовый. Возможно, я бы смею предположить, что она раньше была уже в браке. Опять же, не для всех, для кого проиграется. Была в браке, она просто думает все-таки об этом человеке. Она мечтает о действиях, чтобы вот этот вот мужчина, с которым она раньше проживала, возможно, это бывший муж ее, возможно, она в разводе совсем недавно, может быть, даже в разводе, и вот уже сразу, да, начала строить с крестовым королем свои взаимоотношения. Вот. Думает она об этом вот мужчине, о своем бывшем муже.
И все-таки я бы хотела сказать, что все-таки присутствует какой-то соперник у крестового короля. Возможно, он даже об этом не знает и не догадывается, да? Вот, но здесь, возможно, она сравнивает этих двух мужчин, своего бывшего и сейчас вот этот вот настоящий, да, крестовый король. Сравнивает она их, и не всегда в лучшую сторону. Она надеется на действия со стороны вот этого своего бывшего мужа. Вот видите, как интересно. Вот так вот. Так, ну что, смотрим теперь его мысли. Мысли вашего крестового короля. Вашего или не вашего уже, я не знаю. Но здесь по этой карте мысли, да, мысли, вы видите, четко выпадает дом червовой дамы. Здесь, ну да, вроде бы все, да, он с ней проживает, да, все прекрасно, вроде бы, казалось бы, отношения, взаимоотношения есть у них, да, то есть у вашего возлюбленного с вашей соперницей. Вот, но мысли крестового короля здесь уже никак не прочитаешь. Мысли только о вашем доме. Любовь, чувства вспоминает, желание обладать, здесь вот даже вот все указано, да? Желание любви и отношений с вами, девочки, с вами. Это его мысли, это мысли. Ну, конечно же, то, что действие, сейчас мы посмотрим, что другое, может быть, покажет, но четко мысли, это дом дамы червей, то есть ваша обитель червовой, нашей прекрасной дамы, ваш домашний очаг. Возможно, если вы раньше проживали, то он вспоминает в мыслях, как, возможно, он торопился после трудового дня, да, к вам, к себе домой, так сказать. Вот. Мысли такие, что вспоминает он вас, как вы его любили, ждали, поддерживали. Очень хорошая, мощная поддержка у вас была. Вот, где он всегда мог восстановить силы, да, то есть очень благоприятная такая мысль у него, воспоминания, я бы даже сказала, здесь идет достаточно такие вот нежные чувства. Здесь вы видите в основном здесь дела, какие-то бытовые вопросы, а здесь видите совсем другое. Дом червовой дамы. Также здесь я бы хотела сказать, что, ну, возможно, он знает все-таки, что вы интересуетесь, либо чувствует, что вы им интересуетесь. Он знает, что он вам не безразличен, как бы вы это, может быть, и не показывали, да? Вот, и здесь... Да, мы сейчас гадаем, конечно, на взаимоотношения двух вот этих вот, опять же, скажем, персон, да, но здесь я никак по-другому не могу сказать. Думает он о вас, девочки, о вас, это точно. Интересуется жизнью вашей, то есть жизнью Кверенты. По этой карте можно сказать, что он очень интересуется вашей жизнью. Кверент — это вы, да? То есть тот, на кого гадаем. То есть вы тот, кто смотрит этот расклад. Также он интересуется тайно, что-то выведывает о вас. Даже, возможно, подглядывает. Вот вы смотрите расклады, он тоже в мыслях, да? Вот, он думает, как вы живете, какая у вас обстановка, что у вас нового. Вот такие карты. Конечно, здесь, казалось бы, можно еще, да, я могу сказать, что здесь можно сказать, что если в связке с бубновой дамой, если можно, ну так вот, если рассмотреть, да, что вроде бы он, если вот по этой карте он прям планирует, да, с ней дом, очаг, вот это все прекрасно, все любовь и так далее. Но нет, здесь вот опять же дама пик, вот у нее свои опять она думает о своем.
Но он все-таки думает о вашем доме, девочки, это точно. Это точно. Теперь смотрим. Ну, здесь вот мы мысли посмотрели, да, казалось бы. Не могу сказать, что мысли относительно ее. Возможно, они с ней проживают, да, но, как говорят, одиночество вдвоем, да? Одиночество вдвоем здесь идет, я бы сказала. Вот, ну, может быть, да, она к нему прям со всей искренностью. Но что по даме пик, я бы так тоже не сказала. Она к нему использует больше такой вот. Ну, лишь бы был кто-то, да, рядом, лишь бы был. Я бы не сказала, что она. Возможно, она больше любит своего бывшего мужа. Как-то надеется на... Ну, а у него, видите, да, несмотря что они вместе проживают, у них есть совместные хлопоты, здесь именно в мыслях выпадает ваш дом. А что касается следующей карты, эту карту мы загадали на его чувства. Ну, кому к чувствам? Мы смотрим именно на, несмотря что в мыслях здесь четко проигрывается ваш, опять же, я не устану повторять, да, в раскладе. В мыслях у него вы, ваш дом, это 100%. А вот что смотрим с чувства к даме Бубновой, да, вот здесь вот, как говорится, картина маслом. Неприятные, я бы хотела сказать, мысли. Даже здесь, видите, в отношениях у него чувство усталости по отношению к ней. Он находится вместе с ней как в тюрьме, да, я не говорю, то есть больные отношения какие-то. Здесь идут усталость. Ну, живут, да, бывает такое, что мужчины обычно проживают с одной, думают о другой. Не только у мужчин, это у женщин тоже такое бывает. Вот. Но по отношению к даме Бубновой здесь чувства не совсем приятные. Так, ну и смотрим последнюю карту относительно крестового короля. Мы ее загадывали как действие. Здесь выпадает казенный дом, желание знаний, карьеры и так далее. Но здесь я хотела бы сказать, что здесь выпадает его в действиях, у него собственный дом крестового короля. Вот здесь, если смотреть, все-таки опустить деловую сферу, ну, его деловую рабочую сферу, да, в сторону, посмотреть по поводу отношений. Здесь можно сказать, что он больше по этой карте именно союз вроде бы у них, да, но здесь, если вот эти вот карты смотреть, здесь можно сказать, что, ну, вот как в социуме, да, в социуме обязательно необходимо как бы иметь семью, вот у нас говорят, да, иметь семью необходимо, там вот какие-то официальные отношения, либо даже больше делает вид он, что все в его доме, все прекрасно, как положено, он старается, возможно, он уже, скажем так, не такой уж и молодой уже человек, да, уже, скажем так, зрелый, ну, скажем так, где-то после 30, да, здесь уже как минимум после 30 лет идет человек. То есть, ну, хочет он, конечно же, делать как положено в обществе, в социуме, да, вот семья, дом, есть семья, то есть показать, что у них вот все и все нормально. Ну вот, не сказала бы я, что здесь все так прекрасно. Все-таки давайте еще мы вытянем несколько карт, что-то вот здесь вот его дом просто и все, да, его дом. Так, посмотрим все-таки. Вот с этим вот действия. Какие действия он хочет предпринимать по отношению к Бубновой даме. Здесь хотим посмотреть. Ну, здесь ясно, вот здесь вот у них
В доме больная постель, я бы все-таки сказала. Так, валет. Угу. Так, ну давайте еще одну. Просится карта. Так, ну видите, все карты. Пустота. Вот, пустые хлопоты. Действия у него есть, конечно, но все эти действия, в общем-то, пустые, безнравственные. Вот здесь видите, да? С обманом действия его идут по отношению, мы смотрим именно к вашей сопернице. Циничность, опять же, обман. Он считает ее, да, может быть, он говорит, это ее, что она его любимый человек. Нет, на самом деле для него этот человек вынужденно рядом. Он на самом деле не считает, возможно, он понял, что этот человек не его человек. Вот сейчас вот среди молодежи говорят, вот это мой человек. Нет. Вот, с ней идет у него в доме, да, деградация личности его идет. Он, может быть, вынужденно с ней находится, возможно, ему даже вот проживать, может быть, не то, что не с кем, даже негде, да. Вот, и здесь идет вот по этой карте, опять же, видите, вы здесь затруднение, идет такой неприятные какие-то известия у него, идет выбор, сейчас выбор, он стоит перед выбором, то есть, ну, здесь видите, даже по картам, да, вот какой выбор, вынужденный выбор, не хочет он находиться, как бы я не хотела здесь, вот, может быть, какие-то красивые карты, думала, может быть, у них здесь все прекрасно, радужно, но нет. Ну да, находятся два одиночества вместе. У них злые сплетни идут, ссоры, опять же. Рядом с ней у него идут какие-то препятствия в делах. Возможно, с вами у него было все хорошо. Вот он вспоминает, да, в мыслях постоянно. У него ваш дом. Прям не то, что вы, да, а именно ваш дом. Вот как ему было с вами хорошо. Но здесь идет, конечно, рядом с этой женщиной, бубновой дамой, идут у него препятствия даже в делах. Прекращение сотрудничества, может быть, даже на работе у него не всегда приятные такие вот показатели. Вот, вынужденно все-таки он находится вместе с ней, даже если находится, ну, как, в принципе, сейчас вот многие так и проживают, да. Может быть, даже нет возможности как-то. Так, вот такие вот карты тяжелые. Здесь одна чернота, все здесь идут, окружают пиковые масти. Ну, это мы смотрим на настоящий момент. Все мы знаем, что, в общем-то, ну, если умный мужчина, то он понимает, если с одной женщиной у него, да, вот в этом доме у него все шло хорошо, прекрасно, но какая-то взаимосвязь должна быть, да, все-таки. Если умный мужчина, скажем так, мыслящий, он понимает, что если с одной женщиной у него все идет прекрасно, да, в общем-то, и в работе, и в делах, и в бизнесе, и ну, во всех сферах, да, то с другой женщиной у него все может пойти даже наперекосяк. Вот, да, здесь вы видите вот такие вот сложные карты, да. Вот. Но не всегда мужчины это понимают. Не всегда это мужчины понимают. Вот. И если мужчины смотрят, все-таки я хотела бы обратиться. Обратите внимание, с какими женщинами у вас дела идут хорошо. То есть это действительно ваш человек. Ваш человек не тот, который, в общем-то, не тот, который там, может быть, в сексе, там где-то в любви, да, все у вас там супер. Нет. Все-таки с тем человеком, которым у вас все идет, и не только в этих делах, да, это все временно, вы знаете, да. Это все любовь, она тоже проходит. Вот. Опять здесь
Вот они. Опять же здесь вот я даже, да, вот перетасовала опять. Здесь выпала наша бубновая дама. Опять же у нее вот она, наша бубновая дама. Вот эти карты. Ну, карты, они говорят всегда сами за себя. То есть не бывает вот такого, чтобы карты, ну, прочитать просто их надо, да, правильно. Они здесь и написано все даже. А вот она, наша бубновая дама. Здесь идет вот именно вот этот вот хлопоты у нее больше. Хлопотливо с ней ему. Очень хлопотливо. И, возможно, даже у самой бубновой дамы идут какие-то проблемы со здоровьем, разрешение. Возможно, она переболела даже, да? Возможно, из-за этого вот эти хлопоты, он находится вместе с ней. Вот. Ну, человек с ней находится как в тюрьме. Даже в отношениях идет, ну, здесь указано, что чувство отвращения я не могу, конечно, сказать, но усталость с ней идет определенная. Вот, сейчас я не буду смотреть на червовую даму. Мы увидели, что у него на сердце вы, девочки. В любом случае вспоминает, думает именно мысли о вас. Вот, но проживает вместе с ней. Вот я даже не знаю, что тут можно сказать. Проживает вместе с ней. Так, что еще здесь? Добавить нечего мне сегодня. На сегодня такой расклад у нас получился. Всего вам доброго. До новых встреч. Оставьте комментарии у кого, если проигрывается у кого. Либо просто лайки ставьте, сердечки ставьте, да. Вот такая жизнь крестового короля. Ну, что есть, то есть. Всего вам доброго. До новых встреч.